Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается в самых отдаленных уголках мира? Что если то, что вы считаете мифом, на самом деле может быть правдой? История, о которой я вам расскажу, начнется с обычного дня в горах, но приведет к раскрытию загадки, которая оставалась нераскрытой целых 500 лет. Представьте, что вы летите на дроне, собираясь просто снять красивые кадры природы, но вдруг в объективе появляется нечто, что полностью меняет вашу жизнь и открывает дверь в мир древних тайн. Этот дроновый кадр оказался не просто потрясающим снимком. Это была зацепка, которая привела к разгадке мистической легенды, от которой волосы на голове встают дыбом. Что же именно увидел наш герой и почему его находка привела к погоне за секретами, которые местные жители готовы скрывать любой ценой? Приготовьтесь к удивительному рассказу, где каждый кадр и каждый поворот события станут для вас настоящим шоком. Вы не сможете оторваться, пока не узнаете правду. Не забудьте подписаться на канал и активировать уведомления, чтобы быть в курсе всех самых неожиданных и захватывающих историй. Стивен всегда мечтал о великом открытии. Путешествия по миру и исследования неизведанных мест стали для него не просто хобби, а настоящей одержимостью. Его последняя цель – заснеженные горы далекой и малонаселенной страны, о которой он читал только в старых книгах и легендах. Именно туда он отправился с новейшим дроном, вложив в него месяц сбережений. Он хотел получить кадры, которые никто еще не снимал, и, возможно, наткнуться на нечто удивительное. На рассвете Стивен поднял дрон в воздух. Холодный ветер обдувал лицо, но экран планшета передавал невероятную картинку. Белоснежные пики, отвесные скалы, необъятные просторы. Дрон летел все дальше, пока не достиг вершины горы, которую местные обходили стороной. Внезапно экран дрогнул, сигнал ослаб. Секунды спустя связь оборвалась полностью. Он потерял дрон. Стивен без колебаний отправился пешком в том направлении, где последний раз видел изображение с камеры. Чем выше он поднимался, тем сильнее чувствовал тревогу. И когда он наконец достиг обрыва, сердце застучало чаще. Дрон лежал разбитым на куски, будто кто-то с яростью расколотил его о камни. Рядом стояла женщина, одетая в традиционную одежду с глазами полными ярости. Она что-то кричала на непонятном языке, размахивая тонкой палкой. Стивен попытался объясниться, но тут же потерял самообладание. Его техника была уничтожена, а перед ним стояла агрессивная незнакомка. Завязалась громкая ссора. Два человека, кричащих на разных языках, не понимая друг друга, но не желающих уступать. И вдруг все изменилось. Женщина выхватила топор. Стивен застыл, не в силах вымолвить ни слова. Опасность была реальной. Он сделал единственное, что пришло в голову. Резко присел и скользнул по снежному склону, используя снежный покров, как импровизированные сани. Он не знал, что ждет внизу, но надеялся только на одно – остаться в живых. Падение было резким, снег сбивал дыхание, но в конечном итоге Стивен благополучно достиг подножия горы. Он потерял дрон, аккумуляторы и часть собственного достоинства, но остался цел. К счастью, он заранее настроил дрон на автоматическую загрузку отснятого материала в облако. Возвращение в город было долгим и изматывающим. Тепло в гостинице показалось ему раем. Он пообещал себе, что завтра разберется, что именно вызвало такую агрессию у местной жительницы. Может, он пересек запретную территорию? Может, дело в чем-то большем? Тем вечером он подключил ноутбук и с облегчением увидел, что видео действительно сохранилось. Он устал и хотел спать, но сердце не позволяло ему расслабиться. Тогда он решил отдохнуть хотя бы до утра, надеясь, что новый день даст ответы на его вопросы. Но не успел он сомкнуть глаза, как в дверь раздался глухой, настойчивый стук. Стук в дверь был не просто громким, он был зловещим.
Стивен встал, пытаясь убедить себя, что это просто персонал отеля или сосед по комнате. Но стоило ему открыть дверь, как вся кровь отхлынула от лица. Перед ним стоял мужчина в военной форме, без знаков различия, с каменным лицом и потемневшими глазами. Он молча протянул руку, в которой был лист бумаги. Стивен взял его, руки дрожали. Это было официальное требование. Удалите весь видеоматериал, связанный с высотами горного массива Линдар. Немедленно покиньте территорию. В течение 24 часов несоблюдение приведет к последствиям. Без подписи, без печати. Только зловещее молчание и угрожающее присутствие. Он закрыл дверь. Сердце бешено колотилось. Это уже не просто случайная стычка с местной жительницей. Это что-то большее, что-то, о чем ему не следовало знать. Что такого снял дрон, что вызвало такую реакцию? Он сразу открыл видео в поисках ключевого момента. Долгие минуты, только снежные пейзажи, ветер, скалы, и вдруг камера резко повернулась и зафиксировала странную структуру. Прямо среди ледников, частично погребенная под снегом, возвышалась каменная арка, обрамленная символами, похожими на смесь латинских и шумерских знаков. Это не была природная формация, это было построено. Но кем, при увеличении кадра, Стивен заметил еще кое-что – фигуру. Высокий человек в темной накидке стоял у арки и исчез. Не ушел. Не скрылся, просто растворился в воздухе. Камера сбилась, сигнал оборвался, и дрон упал. Именно это и стало триггером. Он снял то, что не должен был видеть. Ночью ему не спалось. Он взял рюкзак, ноутбук и спрятал флешку с видео за декоративной панелью кондиционера в своей комнате на всякий случай. Затем поспешно покинул отель и снова отправился в путь. Но теперь не как исследователь, а как беглец, пытающийся докопаться до истины. Он нашел старого профессора, живущего в глухом поселении у подножия горы, которого местные называли безумцем. Этот человек когда-то был выдающимся археологом, но ушел от мира после того, как заявил, что нашел свидетельство существования древней цивилизации, исчезнувшей задолго до известных империй. Его смеялись, отстранили, и он исчез. Стивен показал ему снимки. Старик долго молчал, затем глубоко вздохнул. «Я знал, что когда-то кто-то найдет это, но ты зря туда полез. Очень зря. Это арка, это ворота. Не просто архитектурный памятник. Это ловушка. Или, возможно, вход». Стивен не понимал. Профессор посмотрел на него внимательно. «Ты не почувствовал, как изменилась погода? Когда был рядом с ней, не услышал, как стих ветер. Это не просто совпадение. Эта структура защищается». В этот момент за окном дома профессор заметил тень. Кто-то следил за ними. Они замерли. Затем дверь с грохотом распахнулась. Вошел тот самый мужчина в военной форме, но теперь его глаза были черными, как смоль. Он не моргал, не говорил, просто стоял. Стивен понял одно – это не люди защищают тайну. Это нечто древнее, что проснулось, и теперь оно идет за ним. Фигура в военной форме не двигалась, но воздух в комнате словно сгустился. Стивен инстинктивно потянул профессора за рукав и рванул к задней двери. За спиной послышался нечеловеческий вибрирующий звук, будто что-то чуждое этому миру пыталось издать крик. Они выбежали в ночь. Снег слепил глаза, но страх гнал их вперед. Они скрылись в лесу, прячась за деревьями и не оглядываясь. Добравшись до полуразрушенной хижины, профессор зажег керосиновую лампу. Лицо его было бледным. Ты понимаешь, кто это был? Это не человек. Это хранитель. Их было 3. Они были поставлены сторожить врата с тех пор, как цивилизация, их построившая, исчезла. Ты разбудил одного из них. Стивен попытался говорить рационально. Но если эта цивилизация была тысячелетия назад, кто тогда эти хранители? Старик покачал головой. Они не умирают, они вне времени. И теперь, когда один активирован,
Остальные последуют. На следующее утро Стивен попытался выйти на связь с учеными, но связь была либо прервана, либо люди отказывались слушать. Один профессор из Музея древностей, когда услышал название Лингдар, просто бросил трубку. Казалось, мир сговорился против правды, но Стивен не сдавался. Он вспомнил о флешке, спрятанной в отеле. Без нее доказать что-либо было невозможно. Вернувшись под покровом ночи, он обнаружил, что весь этаж, где был его номер, выгорел дотла без следов пожара в остальном здании. Точечное уничтожение. Кто-то знал, где искать. Он обыскал пепелище. И вот невероятно флешка выжила, застряв глубоко между трубами кондиционера. Он быстро спрятал ее под одежду. В этот момент на улице завыла сирена, но это была необычная сигнализация. Это был низкий вибрационный вой, который ощущался в груди, как будто сама гора издавала этот звук. Из-за поворота показалась машина без номеров. Из нее вышли двое. Один из них та же фигура, но теперь его лицо исказилось. Оно было неестественно гладким, словно маска. И именно тогда Стивен заметил, что у него нет зрачков, только два темных пятна. Он бросился бежать. Все происходило как в кошмаре. Его единственной надеждой оставался профессор. Но, вернувшись в его хижину, он нашел лишь пустую комнату и выбитую дверь. На полу символ, вырезанный ножом круг с треугольником внутри. Стивен почувствовал, что если он не разгадает эту тайну, не поймет, что скрывает арка, он просто исчезнет, как все до него. Он снова отправился в горы в одиночку. Он прибыл к подножию арки через 2 дня. Снег казался густым и вязким, неестественным. На этот раз, подойдя к структуре, он увидел на ней знаки, которых раньше не было. Словно она жила, словно она ждала. Он дотронулся до холодного камня, и земля под ним дрогнула. Арка начала светиться изнутри, и Стивен понял – он уже не здесь. Все вокруг него исчезло. Осталась только тьма и голоса Муса. Голоса, говорящие на языке, который он не знал, но понимал. И один из этих голосов сказал: «Ты был избран. Врата открыты. Истина не должна быть известна миру». Стивен очнулся на том же месте у подножия арки. Но мир изменился. Снег исчез. Ветер стих. Вокруг была пугающая тишина, нарушаемая лишь глухим биением его сердца. Он посмотрел на часы. Стрелки остановились. Телефон не включался. Время, казалось, замерло. Он огляделся, арка была все там же, но теперь на ее поверхности пульсировали тени, будто в камне что-то шевелилось. Он услышал шаги позади. Обернувшись, Стивен застыл. Перед ним стоял профессор. Только это был уже не тот старик, которого он знал. Его глаза были пустыми, как у хранителя. «Ты зашел слишком далеко», — сказал он. Голос его был глухим, механическим, будто из другой реальности. «Ты увидел то, что предназначено лишь тем, кто выбрался из времени». Стивен попятился, но профессор неожиданно поднял руку и ткнул пальцем в небо. Там сквозь тучи прорвался луч света. И в этом свете Стивен увидел корабль. Гигантская черная конструкция висела над аркой, как ночной кошмар. «Это было неземное творение. Это они построили врата, продолжил профессор. Цивилизация, чье существование вычеркнули из истории. Они не ушли, они ждут. И ты пробудил их». Вдруг воздух начал вибрировать, и Стивен понял, что-то спускается. Изнутри арки вышла фигура, высокая, почти прозрачная, переливающаяся как жидкость. У нее не было лица, только гладкая поверхность, отражающая все вокруг, кроме самого Стивена. Он смотрел на нее, но не видел своего отражения. Существо приблизилось и положило руку ему на грудь. Стивен услышал голос прямо в голове. «Ты носитель? Ты видел? Ты обязан рассказать или погибнуть». И тут он увидел вспышку. Видение.
Огромный город под землей, залитый мягким фиолетовым светом. Люди в странных одеждах, огромные механизмы и арки, сотни арок. Он упал на колени. Его сознание кипело. Это был не сон, это был след памяти, оставленный в его разуме. Он увидел конец той цивилизации Бье, войну между хранителями и создателями. Последние попытались спрятать врата, чтобы человечество не повторило их ошибки. Стивен понял, арка — это не портал, это печать. Она держит внутри не тайну, а угрозу. И теперь, когда он ее коснулся, она начала просыпаться. Он поднялся и сделал последний снимок на свою камеру, все еще спрятанную под курткой. Красное свечение арки усиливалось. Он бежал, не оборачиваясь, и чем дальше он уходил, тем больше чувствовал, как что-то зовет его обратно. Добравшись до ближайшего населенного пункта, он связался с журналистом из Норвегии, которому доверял. Тот пообещал выслушать и встретиться. В условленное время в заброшенном ангаре Стивен вручил ему карту памяти. «Если со мной что-то случится, ты знаешь, что делать», — сказал он. Журналист кивнул, но прежде чем уйти, Стивен взглянул ему в глаза и замер. Зрачки у него были темными, как у фигуры в арке. Стивен застыл. Журналист, которому он доверял, вдруг показался ему не тем, за кого себя выдавал. Его зрачки, глубокие, почти чернильные, отражали не свет, а пустоту. Ту же самую, что он видел внутри арки. Стивен попятился, а мужчина спокойно сказал: «Ты сделал все, что от тебя требовалось. Теперь отдайся памяти». Не успел он среагировать, как все вокруг почернело. Он очнулся уже в другом месте, в белой комнате, без окон и дверей. Перед ним висел экран. На нем запись с дрона, на котором он впервые снял арку. Но теперь он видел больше. Под землей, под аркой находился огромный город, тот самый из его видения. Только теперь он знал, это не просто древняя цивилизация, это место, где они спят. «Ты разбудил их?» Вновь раздался голос в его голове, и с этими словами экран начал воспроизводить события из других частей света. Таинственные исчезновения, странные световые явления тех, кто соприкоснулся с арками в других странах. Он не был первым и точно не был последним. Но внезапно кадры оборвались, белая комната рассыпалась в пиксели. Стивен упал и снова оказался в лесу у арки. На этот раз все выглядело нормально. Снег, мороз, птицы поют. Его рюкзак был рядом. Телефон снова работал, как будто ничего не произошло. Он проверил камеру и замер. Все файлы исчезли. Осталась только одна фотография. Черно-белый снимок его самого, стоящего прямо перед аркой. Только вот он не помнил, чтобы кто-то его фотографировал. Он вернулся домой, попытался снова найти того журналиста, но в Норвегии такого имени никогда не существовало. Ни один человек, с которым он общался, не подтвердил факта встречи. Он стал проверять архивы, газеты, интернет и с ужасом понял, что та самая арка исчезла. Снимки в интернете стали пустыми. На их месте только заснеженный склон. Через неделю ему пришло письмо без обратного адреса в Дельгитаута. Внутри была открытка. На ней нарисованная от руки арка с красной точкой в центре. Подпись: «Ты был предупрежден». Он попытался все забыть, но каждую ночь ему снилось, как арка открывается, как город под ней просыпается, и как фигуры, сделанные из света и тени, смотрят на него и шепчут. Прошло 3 месяца. Однажды утром Стивен вышел на улицу, и небо над горизонтом вдруг вспыхнуло знакомым красным светом. Он понял, арки были не одни. Они пробуждаются в разных уголках мира, и никто уже не сможет их остановить. И тогда он включил камеру, начал говорить, записал все не для того, чтобы спастись, а чтобы хотя бы кто-то знал, чтобы кто-то был готов. Потому что арк — это не портал, это предупреждение, и его больше нельзя игнорировать. И вот история раскрыта. Тайна, которая тянулась через века, теперь открыта для всех.
Но что самое важное, это только начало. Множество тайн и загадок остаются нераскрытыми, и мы продолжим исследовать их. Если вам понравился этот рассказ, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые удивительные истории. Мы будем разгадывать еще больше тайн, искать ответы на самые загадочные вопросы и погружаться в мир, полный неожиданных открытий.